Ты добился чего-то важного, новая должность, проект, диплом, а внутри голос шепчет: «Ты просто повезло, скоро все поймут, что ты фальшивка». Знакомо? Это не слабость, это синдром самозванца. И ты не один. Он бывает даже у самых талантливых, но с ним можно справиться. Досмотри до конца и узнаешь как. Что такое синдром самозванца? Синдром самозванца – это внутреннее ощущение, будто все достижения случайны. Вроде бы есть успех, образование, опыт, а внутри голос твердит: «Это не по-настоящему, ты просто повезло». Это состояние знакомо миллионам людей по всему миру. Оно не связано с реальными способностями, а с восприятием себя. Часто в голове запускается сценарий: «Скоро все поймут, кто я на самом деле». Хотя на самом деле все это результат завышенных требований, самокритики и старых установок. Это не слабость, это не диагноз. Это защитный механизм, который однажды помог, но теперь мешает. И хорошая новость в том, что его можно переписать. Кто чаще всего страдает от этого? Кто чаще всего сталкивается с синдромом самозванца? Во-первых, те, кто оказался в новой роли, особенно если ожидания высоки. Например, женщины, которые взяли на себя лидерство, стали экспертами или просто добились того, чего от них не ждали. Во-вторых, те, кто вырос в атмосфере обесценивания. Когда в детстве говорили: «Ты можешь лучше, не зазнавайся», другие справляются, а ты нет, мозг запоминает ценность, нужно доказывать. В-третьих, перфекционисты. Те, кто не умеет радоваться результату, потому что всегда можно было еще лучше. И в-четвертых, творческие и начинающие специалисты. Особенно в среде, где много сравнения и давления. А теперь факт. По исследованиям, более 70% людей хотя бы раз в жизни испытывали синдром самозванца. Среди них Мишель Обама, Майя Энджелоу, Эмма Уотсон. Даже самые уверенные снаружи тоже проходили этот внутренний диалог. А вдруг я не тот, за кого меня принимают? Если ты чувствуешь, что синдром самозванца мешает тебе жить, работать, дышать свободно, ты не обязана справляться с этим в одиночку. В описании под видео есть ссылка на чат с дипломированным психологом. Там ты сможешь задать вопрос бесплатно, выбрать индивидуальную или групповую консультацию, получить поддержку от специалиста, который поможет разобраться, где тревога, а где твоя настоящая сила. Работа с собой – это не слабость. Это путь к себе. Ты уже на этом пути. И, возможно, сейчас самое время сделать следующий шаг. Переходи по ссылке в описании и просто напиши «Хочу понять себя». Остальное мы сделаем вместе. Как он проявляется? Синдром самозванца – это не просто неуверенность. Это когда даже после успеха внутри звучит голос: «Я не заслужил этого. Мне просто повезло». В другой раз все поймут, что я никакой не профессионал. Ты постоянно боишься, что тебя раскроют, что кто-то вдруг заметит, ты ничего не понимаешь. Этот страх мешает расслабиться даже в моменты признания. Ты начинаешь зависеть от чужих мнений. Один критический взгляд, и ты рушишься. А когда тебя хвалят, не можешь принять. В ответ на комплимент говоришь: «Ой, да что ты, это ерунда, могло быть и лучше». Все это подпитывает изнурительную самокритику. Ты не просто сомневаешься, ты будто живешь в постоянной тревоге. Когда они поймут, что я обманщик? Представь, ты сдала проект в срок. Клиент доволен. Команда в восторге. А ты сидишь с чувством стыда и говоришь себе: да там ничего особенного, просто повезло. Знакомо? Ты не один. И это поправимо. Что с этим делать? Синдром самозванца не уходит просто так, но с ним можно работать шаг за шагом. Первая практика – поменяй внутренний диалог. Место «Я недостаточно хорош» скажи «Я учусь». «Я расту». И это нормально, чего-то не знать. Вторая – папка достижений. Заведи заметку или папку на телефоне. Сохраняй туда все: благодарности от коллег, успешные проекты, письма клиентов, свое «я справился». Когда снова накроет тревогой, открой и перечитай. Это твои реальные факты, а не мысли, продиктованные страхом. Третье – учись принимать похвалу. Без стыда, без отговорок. Просто скажи «спасибо». Не надо объяснять, почему ты не заслуживаешь добрых слов.
Просто позволь себе почувствовать, что ты молодец. 4. Окружение. Научись замечать, кто тебя поддерживает, а кто все время обесценивает. Рядом должны быть те, кто помогает тебе верить в себя. И 5. Психотерапия. Это не слабость. Это взрослая забота о себе. Потому что синдром самозванца – это не про недостаток умений. Это про старые раны. И лечатся они не достижениями, а принятием и теплом. Ты не один. И ты точно больше, чем думаешь. Ты не самозванка, то, что ты сомневаешься, уже говорит о твоей ответственности. Самозванцы не спрашивают себя, а вдруг я не заслужила, но ты спрашиваешь. А значит, ты на своем пути. И ты достойна идти дальше.